Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Crochet Evolution. Мы продолжаем наш мини-курс по вязанию цельновязаного мухомора. В первой части мы подготовили основу, ножку и юбочку. А сегодня нас ждет самый интересный и фактурный этап. В этом видео я подробно покажу, как связать ребристое основание шляпки. Именно эта деталь придает нашему грибочку ту самую ботаническую реальность. Работа кропотливая, но очень увлекательная. Напоминаю, что в видео доступны субтитры на разных языках. Обязательно включайте их в настройках для комфортного обучения. Приготовьте ваши крючки и давайте создавать эту красоту. В прошлом видео мы с вами остановились, провязав 18 ряд. Холофайбер я пока сюда не добавляла. Это будет удобнее сделать чуть позже. Продолжаем. 19 ряд. 6 прибавок. Первая. Прибавка. Вторая. Прибавка. Заканчиваем ряд. 6-я прибавка. Провязали 19 ряд. У нас получается 12 петелек. 20 ряд. 1 столбик без накида, прибавка. Повторяем 6 раз. Вот с первой петельки 1 столбик, первая, прибавка, 1 столбик, вторая, прибавка. Заканчиваем ряд. 1 столбик без накида и 6-я прибавка. Провязали 20 ряд. У нас получается 18 петелек. Сейчас мы будем с вами вязать вот такое ребристое основание шляпки. Первый ряд. Набираем прямо отсюда 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Со второй петли от крючка вяжем 5 столбиков без накида. Первую петлю пропускаем, вот, а со второй вяжем 1, 2, 3, 4, 5. И соединительный столбик вяжем в основание этого ряда. То есть не в следующую петлю, где у нас маркер, а в предыдущую петлю, которая у нас уже была провязана. Соединительный столбик. Поворот. Второй ряд. Воздушную петлю не делаем. Соединительный столбик пропускаем. И за задние полупетли будем вязать 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Поворот. Третий ряд.
воздушная петля, также за задние полупетли вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь соединительный столбик мы делаем в следующую петлю, то есть там, где у нас был маркер. Соединительные столбики мы вяжем под косичку, под обе полупетли, а саму ребристую вот эту основу поворотными рядами мы вяжем только за задние полупетли. Провязали соединительный, поворот, 4 ряд, воздушную петлю не делаем, соединительный столбик пропускаем и вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Поворот и последний ряд раппорта. Раппорт будет со 2 по 5 ряд. Мы вяжем 5 ряд, воздушная петля, 5 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5. И в 5 ряду соединительный столбик мы делаем в уже провязанную петлю, то есть тоже там, где у нас был маркер. Вот так получается. И теперь нам просто нужно будет повторять вязание со 2 по 5 ряд. Одну секцию мы с вами провязали. Сейчас вместе сделаем вторую. Я надеюсь, будет понятно. Поворот, 6 ряд. 6 ряд провязывается точно так, как 2. То есть воздушную петлю мы не делаем. Вот этот соединительный столбик мы пропускаем. И со следующей полупетельки вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Поворот. 7 ряд провязывается так же, как 3. Воздушная петля, 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Соединительный столбик мы вяжем в следующую петлю. То есть вот это у нас была провязанная, там где был маркер. В следующую мы вяжем под 2 полупетельки соединительный столбик. Поворот. 8 ряд провязывается точно так, как 4. Воздушную петлю мы не делаем. Соединительный столбик мы пропускаем со следующей петельки. 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Поворот. И последний ряд раппорта, 9, он будет провязан как 5 ряд. Воздушная петля, 5 столбиков без накида,
1, 2, 3, 4, 5. И соединительный столбик мы вяжем в уже провязанную петлю основания. Вот так получается. Дальше, чтобы видео не затягивать, на экране вы увидите последовательность рядов и какие ряды провязываются, как второй, третий, четвертый и пятый. Если что-то непонятно, напишите, пожалуйста, в комментариях. И также, если понятно, тоже, пожалуйста, напишите в комментариях, чтобы я знала, подходит ли вам такая подача информации. Так что провяжем оставшиеся ряды самостоятельно и встретимся с вами, когда будем довязывать 71 ряд. Вот я провязала по кругу. Заканчиваю 71 ряд. Сделала воздушную петлю и провязала 3 столбика без накида. Довязываю 4 и 5. Делаю соединительный столбик в следующую петельку. Ниточку вытягиваю. Вот так получается. Сейчас отрезаю здесь и убираю. Теперь, если сосчитать все промежутки между вот этими ребрышками, вот, например, 1, 2, 3, 4, 5 и так дальше, то всего их получится 35. И последний промежуток будет после того, как мы вот это отверстие соединим. Сейчас мы это и сделаем. Края можно соединить с помощью иголки, сшить, можно с помощью крючка. Я покажу, как это сделать крючком. Итак, сначала выведем через первую полупетельку вот сюда ниточку на эту сторону. У нас есть 5 полупетель с вот этой стороны, которые к нам ближе расположены. И есть 5 полупетель, оставшихся с этой стороны. Это когда мы начинали вязание ребристой поверхности. И теперь нам просто эти полупетли необходимо будет соединить. Вводим крючок в первую полупетлю нижнюю и вот сюда за переднюю полупетельку, то есть которые к нам расположены, к нам ближе. Вот, ввели, подхватываем ниточку и продеваем. Теперь то же самое. Вот вторая полупетелька. И здесь ниточку и сюда выводим. И так продолжаем до верха. Третья. И здесь вот она следующая. Выводим. Теперь четвертая. И здесь
Это предпоследние. Сюда выводим. И 5. Вот с этой стороны и с этой стороны. Выводим. Теперь закрепляем нить, чтобы не распускалась. И подтягиваем. Вот так выглядит место соединения. То есть, в принципе, его практически не видно. Теперь, если сосчитать все промежутки между ребрышками, их должно получиться 36. Теперь необходимо вытянуть маркер. Он нам больше не понадобится здесь, только уже при вязании шляпки. И вот так получается. Сейчас наполним холофайбером. То есть здесь уже удобно будет вот это отверстие растянуть и добавить холофайбера сюда. Вот таким образом. Чтобы вот это место было достаточно плотным, чтобы шляпка не болталась, а хорошо держалась. Особенно если вы будете вязать из плюшевой пряжи. Там будет шляпка вот эта тяжелая, поэтому чтобы она не падала, вам необходимо вот это место хорошо уплотнить. Вот так. Посмотрите, какое фактурное основание у нас получилось. Теперь наш гриб готов к тому, чтобы обрести свою яркую красную шляпку. В следующей части мы займемся именно ею. Если вам нравятся такие подробные мастер-классы, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Это очень помогает продвижению моих видео. А для тех, кто хочет поддержать проект и получить доступ к эксклюзивным материалам, напоминаю о возможности стать спонсором канала. Кнопка «Спонсировать» или «Join» находится под видео. Ваша поддержка бесценна. До встречи в третьей части. Всем вдохновения и хорошего настроения. Пока-пока.